Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп ноябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз носит общий информативный характер и не может рассказывать о жизни каждого из нас, о перипетиях каких-то. Но я надеюсь, первое, что мы проведем с вами приятное время и какой-то все равно инсайт вы получите. Вы люди интуитивные, как-то, значит, вы сможете, может быть, просчитать свои действия на пару шагов вперед или, глядя на метафорические образы карт, какой-то пазл сложится для вас. Что-то продумаете. Одним словом, видео вам чем-то будет полезно. Я на это искренне надеюсь. И у нас сегодня 3 колоды. Первая колода — это у нас золоченое таро, но мы потом поясним. Достанем по основным сферам жизни на колоде 78 дверей, дополнительные карты и посмотрим по разным категориям. Но первая, значит, у нас будет карта «Что важно знать» или «Важное событие» или сфера жизни, которая будет наиболее актуальна для вас в течение ноября. Неожиданное событие. Вот какие события. Что завершится для вас, мои дорогие рыбы и рыбки? А какие новые перспективы, новые двери перед вами откроются, возможности? Что смогу осуществить? Вот такую карту достанем. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Денежные энергии. И личная жизнь. Итак, что важно знать? Ага. Пятерка пентаклей. Маленькая карта, и она, конечно, не расскажет об истории на целый месяц. Но для кого-то это может быть сопротивлением каким-то превратностям судьбы, например, финансовым каким-то трудностям или недостаток взаимопонимания. Хотя, мои дорогие рыбы и рыбки, у вас сейчас такой период для многих, когда либо что-то меняется помимо вашей воли, либо вы сами меняете. Есть какой-то момент изменений, и это может быть, как знаете, я не понимаю, что это происходит. Я не могу запланировать или просчитать какую-то финансовую ситуацию. Или мне сложно с чем-то определиться, и мои близкие меня не понимают. Вот такое может быть. Но нет какого-то как согласия, и вроде как нет какой-то стабильности. И нам карты не говорят, ведь вот карта одна, точнее, она не говорит, что денег нет. Или какая-то тут конфронтация. Это наши где-то могут быть просто ощущения. Это в целом карта недостатка. Значит, хочется, или, по крайней мере, в ноябре вы будете стремиться к какому-то балансу, установить какой-то гомеостаз своей личной жизни, жизни финансовой, и куда же я иду. Вот захочется, наверное, все эти 3 сферы основные нашей жизни гармонизировать. Давайте посмотрим. Неожиданное событие. Что для вас? Тут хочешь или нет, действительно перемены. Карта шута — это карта нового чего-то. И здесь у нас показан очень интересный шут, который жонглирует всем зодиаком. Поэтому возможностей у вас как раз будет достаточно. Правильные ориентиры выбрать вот в этом или правильное какое-то направление. Определиться, может быть, как в отношениях, как с деньгами, как, может быть, с работой, учебой, вашими планами на будущее. По этой карте есть вдохновение, то есть приток какой-то энергии, новых сил или желание что-то изменить, вот это будет. Хотя для кого-то из вас просто может заинтересовать, как определенная сфера деятельности, может быть совершенно новая. Это ведь поиск самого себя. Когда я отправляюсь в путь, и я как будто должен или должна для самого себя, самой себя найти какую-то точку сборки. Или это есть начало чего-то, и пока еще я не знаю, как разовьются дальше события. В неожиданностях это может быть как и новое предложение, это как ваш собственный инсайт. Для кого-то из вас новое знакомство, такое тоже может быть старший аркан. Он может проиграться с элементом новизны в любой сфере жизни. А что же завершится? У кого-то завершится по рыцарю кубков. Знаете, хорошая карта. Это карта вдохновения. Но правда вдохновение? Или, хотя по аркану шут ведь тоже вдохновение? Или, знаете, это
скорее какое-то желание чем-то заниматься. Это есть определенный интерес в конкретной области нашей жизни, когда нам хочется это развивать. Здесь нам говорят о чувствах. То есть, если мы больше перекладываем на сферы жизни, это личная где-то жизнь. Может быть, кому-то из вас будет словно не до личной жизни, потому что много каких-то насущных вопросов. Или для меня как поиск себя, правда, такое тоже может быть вот с учетом этих карт. Когда личная жизнь, ну, как вот энергии в ту сторону не складываются. Для кого-то из вас это может быть какое-то, может быть, недавнее мимолетное знакомство или еще какие-то знакомства с самыми разными людьми, которые были прежде, теперь они для вас утратят уже какой-то смысл. Или вы прочувствуете, что, ну, нет интереса. Вот я определенные какие-то позиции с конкретными людьми я буду завершать. Может быть и так. Давайте мы посмотрим, какие же двери будут открыты, какие возможности. Ну, семья вас будет, безусловно, поддерживать. И вообще баланс есть. И по десятке кубков что может быть лучше? Есть и радость, есть и стабильность, есть и деньги, и дом, полная чаша, и все равно у нас все хорошо. Наверное, самое время задавать перед собой вот такие важные вопросы. Тем не менее, карта нам говорит, что это могут быть как предложения, например, если по работе, или какие-то предложения по учебе, какому-то продвижению, или даже, пусть это касается как бы семья, да, личная жизнь с одной стороны, но вам именно с позиции вашей семьи, родственников, иногда ближайшие друзья бывают едва ли не ближе родственников. То есть вот ваш самый ближайший круг общения будет вам, может быть, способствовать для того, чтобы с чем-то определиться. Может быть, это будет предложение по работе. Может быть, это будет поддержка в плане приобретения новых навыков, каких-то, ну, как профессий, ресурсов, скиллов, там, ну, назовите как угодно. Есть поддержка и есть уверенность в завтрашнем дне. Но вот такие у вас какие-то внутренние поиски, мои дорогие рыбы и рыбки, они могут быть. Это может быть еще и по карте шута. Я ощущаю время, я его чувствую, что что-то вменяется в пространстве. И мне нужно как будто свой фарватер выбрать. Но это, возможно, не так просто, как на словах. Не просто сделать именно. Давайте мы посмотрим, что вы сумеете осуществить. Вот конкретика какая-то. Ну, здесь у нас восьмерка кубков – это какой-то уход. Это, кстати, по этой карте мы ищем выход. Вот все то, о чем мы сейчас говорили. И мы его находим. По этой карте мы можем куда-то отправиться, поехать. Или поменять работу, поменять учебу, поменять вид деятельности. Увы, мы можем поменять и отношения тоже. Элемент, опять же, новизны присутствует. Как будто у нас и человек повернулся уже спиной кубком, и он даже не хочет оглядываться. Может быть, там есть и полные, может быть, и пустые. Он просто идет вперед. Идет за своей где-то интуицией и вот этим чувством внутренних подсказок, куда вот меня ведет судьба, что вы сможете осуществить. У каждого по-своему. Вот вы выберете какое-то направление, и, скорее всего, вы, правда, определиться как минимум за ноябрь. Вот карта шута, второй иллюминатов, означает хаос перед началом творения. Так вот, вы этот хаос упорядочите. Может быть, это будет как по финансам, может быть, по роду деятельности, виду деятельности, по учебе или по дальнейшим своим целям, планам. Что-то на будущее вы закладываете уже в ноябре. И для вас как будто без права на ошибку. Вот вам самим захочется с чем-то разобраться. Может быть, пользуясь поддержкой людей, которые вас любят, которые к вам искренне относятся, которые действительно вам руку помощи готовы протянуть и за вас, скорее всего, где-то переживают. И они вас будут поддерживать. Поэтому идеальное время, как разобраться со своими желаниями, целями, намерениями и в каком же направлении я двигаюсь. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, посмотрите, туз жезлов, это вы примете какое-то важное решение. Для вас это может быть как
с одной стороны, и предложение, с другой стороны, все-таки и внутренний инсайт. Тут жезлов — это наш какой-то посыл, когда я точно знаю, вот это мне интересно, а вот это я туда не пойду. Или я этим заниматься не буду. Это не мое. Вот какие-то ориентиры, как минимум, для себя вы расставите. По тузу жезлов, по идее, это нет ничего невозможного. Поэтому если мы намереваемся согласовать какие-то документы, подписать бумаги, контракты, соглашения, тут, скорее всего, вы найдете 1001 способ. Наверное, по этой карте само желание где-то перемен нам будет тоже помогать. Или желание с чем-то определиться. Ну и дважды, когда вот этот выбор будет уже как будто сделан, когда не останется сомнений. Вот здесь по тузу жезлов сомнений уже нет. Здесь словно перед нами, знаете, пространство открывает улицу свободную, зеленый свет, полный вперед, вот где-то так. И у каждого своя задумка, потому что у нас туз жезлов, вот как будто есть одно что-то, центральное направление. И я сейчас этому собираюсь уделять внимание. Поэтому у нас все и получается. Финансы. Десятка кубков, десятка пентаклей, мои дорогие. Деньги будут. У кого-то могут быть вопросы, связанные с переездом, с недвижимостью. Вы можете рассматривать разные варианты, если, например, вы действительно хотите поменять жилье или что-то по имуществу улучшить. Ну и, конечно, на деньги десятка пентаклей. Сами по себе деньги, причем достаточно крупная сумма денег. Поэтому это может быть как за вашу работу, это может быть где-то как деньги из двух или нескольких источников. Деньги, по крайней мере, финансы вас оставляют довольными в ноябре месяце, мои дорогие рыбы и рыбки. Но вот эти позиции мы еще раскроем на 78 дверей. Личная жизнь. По шестерке мечей мы куда-то можем отправиться или планировать какой-то переезд, поездку. Мы с чем-то определимся, хотя не обязательно. У кого-то это действительно будет касаться нового вида деятельности, работа в каком-то новом режиме. Для кого-то это может быть работа, связанная с командировками, работа, связанная с интернет или посредством интернет, сфера IT. Может быть, еще какие-то новые начинания, но я должен выучиться, и сама по себе учеба может быть. Это карта шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Видимо, в ноябре только ориентиры еще пока. Но если мы прикладываем усилия, то карта говорит, успех тебе обеспечен. Вот все карты говорят об этом. Собственно, с этого все началось. Ну, наверное, какой-то выход вы будете искать или с чем-то захотите для самой себя, для самого себя определиться, у вас это получится. Давайте мы посмотрим на колоде метафорических карт. 78 дверей по основным сферам жизни и на новый способ заработка, и на новую работу. Значит, первая карта у нас легла — работа, и давайте мы ее раскроем. Что по основному месту занятости или работы, как будут протекать дела? И у нас выпадает девятка мечей. Это отчасти где-то наши, может быть, страхи или сомнения, когда мы вот буквально как этот человек в клетке, она вроде бы и открыта, но он почему-то сидит. Он боится выйти, не хочет выходить, он наблюдает. Может быть, и по-прежнему месту работы вы будете просто наблюдать. Вы, может быть, не хотите себе навредить. Или вы хотите сориентироваться, нужно ли мне это продолжать. Или, если я продолжаю, то в каком контексте или в каком направлении, чего я хочу добиться, достичь. Но как будто по этой карте ограничений-то для нас нет. Мы сами себя можем, ну, где-то останавливать от того, чтобы пробовать что-то новое. Хотя, может быть, у вас уже есть чем-то определенность, и кто-то из вас решит, что я не вижу смысла что-то продолжать, и тогда по этой карте вы будете завершать для того, чтобы себе не навредить. Такое тоже может быть. У каждого немножко по-разному. Но если вы ничего не собираетесь менять, то так мы сидеть бесконечно не можем, потому что перемены как будто неизбежны. И если мы сами навстречу им не выходим, ну, иногда судьба начинает шутить с нами, словно играть. Тогда мы отдаем свою судьбу на волю случая. И там уже как случай развернется, так нам и придется действовать. Тогда надо быть к этому готовым. Или мы все-таки готовы, ну, может быть, самому выйти хотя бы из
надуманной где-то отчасти зоны ограничения или из какой-то изоляции. Может быть, это вы были какое-то время в изоляции. У кого-то конкретно проиграется, правда, больничный или какая-то еще объективная ситуация, когда вы были не на работе, а дома. У кого-то может быть и отпуск, у кого-то вынужденный какой-то отпуск вы брали, ну, как социальный, да, тут ведь масса причин может быть. И вы будете готовиться к тому, чтобы, или уже в ноябре, может быть, после какого-то перерыва выходите и как будто заново все, какой-то новый порядок уже, или какие-то новости на вашей работе. И перед тем, как нырнуть на глубину, да, или участвовать в чем-то, нужно подумать. Поэтому у каждого по-своему. Давайте на новый способ работы, заработка, вот на новый вид деятельности. Что там? А та прям как что-то по судьбе, верховный жрец. Это всегда есть какая-то, ну, своего рода неизбежность, как будто, если правда вы подумываете, а не заняться ли мне чем-то новым, или вы уже приступили, может быть, не так давно, то, правда, определенно эту сферу деятельности или ваше какое-то интересующее направление есть смысл развивать, продолжать, улучшать, ну и так далее. По верховному жрецу мы готовы учиться чему-то. Или это будет означать новые какие-то знания, может быть, где-то, потому что я хочу сделать вот этот переход, совершить от прежней работы на новую сферу деятельности, и мне нужны будут курсы. С другой стороны, это можете быть и вы, мои дорогие эксперты, может быть, вы уже профессионал в своем вопросе, в своей профессии, и вы тоже надумаете, я теперь буду как в свободном плавании, или буду работать сам на себя, сама на себя. И это тогда вы будете, как тот эксперт или верховный жрец, это тот человек, знающий, к которому обращаются за советом. Может быть, это вы будете кого-то консультировать и объяснять что-то по верховному жрецу. Здесь двояко. Либо учитесь вы, или мы все, да, вся жизнь наша, это учеба где-то, либо это обращаются уже как к учителю за выяснением тех или иных вопросов. Давайте посмотрим, что у нас по финансам. И финансы мы смотрим на прежнее место работы. Первое у нас идет, так же, как верхний ряд. Семерка кубков, не должно быть никаких иллюзий. Ну вот, наверное, где-то об одном и том же. Как мы тут себе ожидание какое-то до бесконечности продлить не можем, так и иллюзорность какую-то. Потому что, опять же, вот возвращаясь к нулевому аркану, будут перемены даже в той области, где вы сейчас профи или где вы сейчас работаете. Видимо, обстоятельства нашей жизни складываются так, что перемены в чем-то неизбежны или вокруг вас. Может быть, это выразится в чем-то незначительно, как смена руководства, например, да, или смена каких-то приказов, положений, новая форма отчета. Тут ведь по-разному может быть. Может быть, какая-то банальная часть, но она все равно претерпевает изменения, и нам нужно вовремя где-то подстроиться, узнать что-то, да, то есть держать руку на пульсе. Короче говоря, тут, наверное, не совсем, хоть и есть желание, да, вот как будто уйти в свою ракушку, а как будто нам говорят нет. Будь то иллюзии, мы потом проснемся, и реальность нас, ну, может так разочаровать, потому что мы какое-то время словно выпали из жизни и были на своей волне. Так и тут мы себя обособили, и тоже где-то до бесконечности это продолжаться не может. Давайте мы посмотрим. Заработки именно по новому месту работы или новый доход. Еще один старший аркан. Вы знаете, по карте башня в этой колоде карт мы как будто в последний момент успеваем сделать для себя что-то важное. Может быть, это будет касаться выбора. Может быть, у кого-то банально проплаты за что-то. Или, если мы говорим курсы, да, тоже где-то с деньгами. Или ваша сфера работы, деятельности, новый доход. Значит, вы можете изучать какой-то вопрос, да, как лучше какое-то дело обустроить. И какое-то время вы можете раздумывать, а стоит ли менять что-то или стоит ли что-то переделывать. В итоге вы приходите к выводу, что да,
на самом деле стоит, и что-то вы сделаете в последний момент. По этой карте именно как будто в последний вагон уходящего поезда мы успеваем запрыгнуть. И это по деньгам. Значит, какую-то свою историю финансовую вы здесь можете кардинальным образом изменить. Поэтому держать руку на пульсе стоит. И, безусловно, учиться чему-то. Ну, наверное, для тех, кто разные заработки, виды дохода бывают, кто занимается все равно работой на самого себя, да, там надо быть и руководителем, и исполнителем, ну и юристом где-то, и отслеживать в целом ситуацию. Вот вам по этой карте точно придется. Могут быть, к примеру, изменения какие-либо, когда, знаете, меняются законы. А вы об этом можете узнать в последний момент, или, может быть, с банком какая-то ситуация, и вам нужно быстро поменять банк, ну или любая другая. Поэтому держать руку на пульсе, в который раз повторяюсь, это для вас будет очень важно, потому что будет вариант, может быть, сразу чего-то не увидели или не узнали, но в последний момент как будто мы успеваем. Давайте мы раскроем деньги, как будто же нам говорят, будут, как будто решить вопросы финансовые мы как раз сможем. Давайте мы узнаем личная жизнь для тех, кто один или одна. Но тут нет желания как будто особого общения, или желание есть, но с позиции такой, когда это ко мне идут на помощь, когда, ну, где-то меня больше видят. У нас человек показан за стеклянной дверью, обратите внимание, который странно одет в шутовском костюме, и вот он колотит, нажимает, давит на эту дверь и кричит, прорисовано на карте, я надеюсь, видно, как будто старается привлечь к себе как раз-таки внимание прохожих. Но его никто не замечает, все заняты своим делом и проходят мимо. Одна девочка только остановилась и смотрит на взрослого человека, странно одетого, но она не собирается ему помочь открыть дверь. У нее руки сложены за спиной, но и очень любопытно, поэтому здесь могут быть зрители, которые из любопытства возле вас, или которые готовы вас, может быть, выслушать, или сделать вид, что вы им интересны. Понимаете, тут есть такой момент. Но по факту это все пустое будет на личную жизнь для тех, кто один или одна. Наша задача, вот эта дверь стеклянная, мои дорогие, мало того, что все видно, нет у нее замка, но ее не надо толкать, напирать на нее. Ее нужно просто потянуть на себя, она открывается в другую сторону. Вот какая-то такая ситуация для тех, кто один или одна. Выйти, наверное, надо из комнаты, как у Бродского, мои дорогие, мне нравится очень это стихотворение. Это на самом деле так, наш первый шаг, как будто навстречу предполагается. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте мы посмотрим. Но по карте Луна какая-то неопределенность. По карте Луна 1000, может быть, неопределенности, может быть, наши ожидания. Может быть, где-то, когда нам придется первым тоже делать шаг. Вот в этом перекликается с первой картой. Может быть, у кого-то была ссора, кстати, да, и вы пытаетесь доказать какую-то свою точку зрения, а вас никто слушать не хочет или имеет свою. Знаете, у кого-то это может проиграться, конечно, и в том плане, вот с учетом карты Луна. Обратите внимание, у нам показана дверь, и эту дверь замка нет, но страж двери хамелеон. И для того, чтобы открыть эту дверь, нам нужно вот где-то чудеса предприимчивости, коммуникабельности и мимикрии, извините, потому что мы можем ее открыть только подстраиваясь под хамелеона, быть самим где-то как хамелеоны. Понятно, это иносказательно, но о чем я хочу сказать? О том, что какой-то компромисс как будто совершенно необходим. Не увеличивать какое-то противостояние, по крайней мере, в ноябре, держать какой-то баланс для вас будет важно. И, кстати, эта дверь, посмотрите, она изображена под наклоном. Это не что иное, как прообраз Пизанской башни. Как известно, она падает, да, под наклоном стоит. Но она падает сотни лет и стоит очень крепко. Так вот, о чем нам говорит карта. Мы можем эту дверь с трудом открывать. Почему? Потому что всегда, если кто-то пытался, да, вот такую неровную дверь открыть, это достаточно сложно сделать. Но если мы сумеем договориться с этим хамелеоном и сумеем приложить усилия открыть дверь, мы попадем, в общем-то, в ту башню. Это какая-то цитадель,
надежности, стабильности. И, по крайней мере, может быть, на какое-то время мы найдем убежище. Понимаете, как будто если вы чего-то не знаете наверняка, то точно, если в отношениях, например, да, есть смысл, может быть, как вот с этим хамелеоном, прояснить ситуацию. У нас девушка в ожидании ребенка, беременная, прорисована на заднем фоне карты, как будто прогуливается по берегу. То есть и карта-то сама говорит, переменные, неизбежные. Но просто сейчас пока темновато. Сейчас нужно где-то подождать, идти по той ситуации, которая у тебя есть. Выглянет солнце, и все станет ясным. То есть придет день, пройдет какое-то время, и все прояснится. Для нас сейчас, наверное, более важно какое-то убежище найти или какой-то островок стабильности. Ну, вот как договориться с хамелеоном и открыть эту самую дверь этой башни. Переложите, тут много философии, я понимаю, но это карта Луна, это карта интуиции и подсказок собственной души. Давайте мы посмотрим для тех, кто в паре. Ну, тут нам про любовь говорят. Поэтому ваши взаимоотношения, ну, в принципе, ничего удивительного. Десятка кубков, десятка пентаклей. Тут нам и для души, и для радости, или для кармана, и, ну, для всех сфер жизни, когда полный баланс, и когда нет закрытых врат, они приоткрыты. От нас только будет зависеть, как мы тут их распределим, правда? Это могут быть подарки, какие-то радостные события, известия, возможности, поддержка, все то, что я говорила где-то, по десятке кубков. Здесь полный порядок. Давайте мы узнаем. На колоде добра. Вот такая колода у нас есть большая. Давайте мы узнаем карту совет для вас, мои дорогие рыбки и рыбы, на ноябрь. Семерка огня. Здесь у нас показан единорог. Это точно какое-то у вас решение, как будто мы от него не уйдем. Как будто важный вывод какой-то или выбор мы определенно сделаем. Это, знаете, всегда какой-то элемент настойчивости, когда мы определились. Это всегда свой путь, все-таки единорог. Вы можете думать не так, как все, и в себе эту мысль или ваше какое-то намерение, ваш план не нужно отодвигать, если где-то с вами общество, пространство, да, вот сейчас как бы не откликнулось. Может быть, какие-то сделать шаги для того, чтобы выяснить, как обустроить конкретное дело. Как будто мы способны сопротивляться трудностям вот в этой карте. И высшие силы нас как будто благословляют все-таки единорог и помогают, мои дорогие, потому что если у нас хватает верности самим себе, своим идеалам, уверенности в собственных силах, когда мы не изменяем, понимаете, собственным намерениям и собственной душе, у нас определенно все получится. И в этом нам буквально пространство будет помогать. Конечно, тоже философия, но вам будут помогать еще и конкретные люди. Нам об этом тоже сказали. Может быть, выбрать по этой карте, может быть, вы будете пересматривать окружение людей, кому я могу доверять, а с кем просто я могу провести, ну, приятное время, поболтать, но не более того. Где-то в сторону больше надежности, стабильности будут приниматься ваши решения, ну и какие-то ваши продвижения и планы на будущее. Нам отсюда только вперед, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот такой ноябрь интересный. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.